думаю, ну, как еще людям объяснить, что война это плохо, что это смерть, убийство и прочее. Ну, если ты не можешь протестовать против войны, надо людям просто показать результат этой войны. Вот все. Мысль Мгм. была такая. Опять же, я Понятно. думал, что наш возмутится, там увидит, ужаснется. А вот сейчас счетчик, официальный только счетчик перевалил больше 100 тысяч, 111 тысяч. А если посчитать математически, согласно той закономерности, опять которую я же обнаружил, то есть я обнаружил следующую закономерность, что в некрологи попадает 1/3 от реально погибших людей. То есть если ты ходишь по кладбищам, переписал, кто там однозначно погибший на войне, и начинаешь искать по интернету, то ты найдешь некрологи 30 или 25% погибших. Вот такая закономерность. То есть сейчас вот по фамилии установлено 112 тысяч, можно смело сейчас умножать на 2,5 и не ошибешься. Мгм. Понятно. А помимо деятельности полиции на митингах и помимо вот этих вот захоронений, еще канал ваш «Тетушки в Краснодаре» обращал внимание на какие-то другие действия государственных органов? Да, конечно. Ну, любая несправедливость, которая мне становится известна по Краснодару или по России, я публикую. Просто ситуация такая, что я покинул страну, и актуальной информации по Краснодарскому краю у меня не очень много. То Мгм. есть, если, предположим, я в момент, когда покинул страну, у меня там было 7-8 источников информации, которые регулярно мне присылали что-то интересное, Мгм. то со временем это по математическому закону, по экспоненте, количество этих людей, которые делят со мной информацию, оно уменьшает. Ну, во-первых, потому что людям тоже становится не совсем интересно и небезопасно этим заниматься. То есть, Мгм. если у людей был энтузиазм, они со мной делились, я публиковал эту информацию, но потом это все вот сейчас потихонечку сходит на нет. И последняя активность, которую я наблюдал, это было по разливу, факту разлива мазута в Керченском проливе, когда на Анапу нахлынуло мазутные, скажем так, напасти. Ага. Вот там у меня была очень активная работа. Это был, получается, Новый год. Я по факту сидел без работы, потому что тут такие же большие длинные праздники, как и в России. А как раз вот Новый год это была самая максимальная такая интенсивность работы волонтеров на побережье в Анапе. И что мы там видим? Мы видим то же самое, что и всегда видим. То есть первое противодействие активным гражданам, волонтерам со стороны власти и попытка взять все под контроль. А давление на меня, ну, было давление и сейчас пытались мне передать информацию о том, что я не должен публиковать некоторые публикации, связанные с войной в первую очередь. Вот. Ну, сейчас, ну, что еще? Ничто не могут, я нахожусь далеко, каких-то, ну, сложнее, давить сложнее на меня. Ну, а вообще я уехал сюда из России именно по той причине, что меня провели обыск, и, насколько мне известно, планировали меня задержать и посадить. Поэтому пришлось срочно уехать. Поэтому, да, давление было. Когда они могли, оно было. Но желание жителей Краснодарского края давать комментарии, ну, наверное, изменилось, да. Ну, скажем так, я обращаюсь не так часто, и да, некоторые видно, что боятся это делать, по крайней мере, официально точно. Анонимно, но иногда еще бывает. Ну, я в Инстаграме раньше не работал. У меня был аккаунт, мне помогали заводить друзья, я там успел публиковать совсем немножко, и все. Потом потерял доступ к нему. В Ютубе для нормальной публикации в Ютубе ну, необходимо оборудование, либо деньги, чтобы оплачивать оператору, и поэтому с этим проблемы. Я чисто из этих соображений с Ютубом почти не работаю. Хотя канал у меня есть, я когда-то пытался его вести. А ВКонтакте или российские соцсети, ну, Контакт
много читает, но там нужно фильтровать то, что ты пишешь. Поэтому я иногда использую, но довольно редко. Чаще все-таки в Телеграме работаю. Насчет давления на гражданских активистов и блогеров на территории Краснодарского края, конечно, знаю. О ком идет речь. Естественно, я не могу сказать, на кого оказывается давление, потому что тогда получится, что люди мне передали информацию, значит, в отношении их можно возбудить уголовное дело. Ну, я знаю нескольких человек, которые фильтруют свои публикации, которые мне признавали, что к ним приходило ФСБ и беседовало с ними, и предупреждало, что посадят. Что касаемо, допустим, ну, здесь цензуры у нас, давления политического и так далее. Но я вам скажу так. С элементами цензуры, именно политической, я встречаюсь часто, потому что мне даже вот мои коллеги, журналисты, которые работают в том числе там в государственных или прогосударственных, да, там провластных, вот так давайте будем рассказывать, да, провластных медиа, да, они мне часто говорят о том, что, Саша, мы вот как раз хотели о тебе там написать или о твоем день, но нас дернули там за руку. Допустим, вот один из таких случаев недавно произошел, когда писали об одном из сюжете, как вернули, значит, в муниципальную собственность там землю в одном месте, да, я там тоже принимал участие, но журналисты, значит, взяв интервью там у общественных активистов, сразу сказали: ребят, вы Саше передайте, что ничего личного, просто нам сказали, там его нельзя. Вот, ну, власть, на самом деле, она себя в этом плане защищает максимально. То есть оппозицию на телевидении, в газетах не ждут и на радио. Это самое, про государственных СМИ. Хотя сказать, что тут полный тотальный запрет, так, ну, такого тоже нет. Соответственно, в СМИ я бываю, значит, высказываться, ну, периодически удается. То есть, в целом, ну, пока какой-то такой, знаете, компромисс имеется. Что же касается политических каких-то репрессий, то, конечно, значит, я за других говорить не буду, я вот только за себя скажу. Вот пример. Когда осенью по генплану мы протестовали, значит, по многим отношениям, потому что я считаю, что генплан абсолютно вредный для города, как муниципальный депутат я против, и дело даже не только в моей позиции, в жителей против. Я там получил сотни писем с просьбой на это дело повлиять и не голосовать за это, что и было сделано. Но когда мы начали собирать подписи против застройки зеленой зоны, нам, соответственно, вы можете на телеграм-канале там посмотреть все, да, к нам пришли полицейские и, ну, фактически нас, так сказать, ну, немножко репрессировали за, значит, нашу позицию. Но потому что обвинить людей, которые собирают подписи и ничего кроме этого не делают в организации, там, грубо говоря, незаконного митинга, это надо постараться. Или, например, другой пример, да, когда, значит, я стал депутатом, власть очень быстро убедилась, что, ну, я говорю то, что считаю нужным, и, ну, я не буду там плясать под их указку. Значит, и типа, Саша, не поднимай неудобные темы. Я это, соответственно, делаю и буду делать, насколько силы позволят. Ну, то есть ваши надежды на то, что организация, юридическое лицо сможет получить бюджетное финансирование, не оправдались? Нет, нет. Никаких помощи ниоткуда не было. К сожалению, да. Мы думали, что мы на гранты если подадим, ну да, они нам письма помогли поддержки дать, как бы, что хоть как-то какие-то программы можно будет или что-то вести, но, к сожалению, нет, ничего не получилось. И хотя бы даже ту же коммунальные платежи, которые не только за меня, за все здание должны были нам компенсировать, тут тоже ничего не получилось. Предлагали, но потом, когда выяснилось, что, ну, это все, как сказать, грубо говоря, неправда. Это надо все ждать. Потом меня позвали на небольшое совещание такое, где позвали соседей выяснить ситуацию, вот эту проблему, что я ухожу из-за того, что мне тяжело все это тянуть. И там как бы наш замглавы сказал, дал распоряжение подготовить смету, и чтобы мне все эти комнаты, все организации сплотили свою часть. Ну, это было конец февраля, сегодня уже конец мая. Естественно, никто ничего не сплачивал, меня не вызывали, как я поняла, ничего и не будет. Я молча все позаплатила, последние все платежи по нулям, закрыла все договора, дала им ключи, расторгнула и ушла. И приняла решение закрыть вообще свою деятельность, потому что на данный момент очень много просьб
У нас, получается, кто-то умер, кого-то там сбили, да, там кому-то там бабушке надо сиделку, где-то кого-то накормить, там, ну, вообще вот такие даже мелочные, все бегут к нам. И я одна, так как я одна у нас в организации, есть еще несколько волонтеров, но они все, девочки тоже многодетные, у них у всех самих маленькие дети, они по мере возможности помогают, и мы вот это вот впятером там гребем это все, ну, сложно, очень сложно. И Мгм. я приняла решение, что я буду помогать по силам. Ага. Вот. А вот эти ваши соседи, они вроде тоже занимаются какой-то благотворительной деятельностью, типа, но при этом они вам не спешили помогать ни в чем, ни за себя коммуналку платить, ни что-то еще делать. Просто соседствуя с вами в одном здании. Ну, они занимаются тоже как бы благим делом. Они помогают СВО, к ним много людей приходят, они занимаются, там, находят, там еще что-то. У них там и гуманитарную помощь им привозили. Да, у них много идет помощи, но у них больше официальная. У них там и ДНК они сдают, все. Ну, там же ж люди подневольные, они же ж, у них там вышестоящие, как говорится, начальство, и от них ничего не зависит. Они их там устроили на работу, они пришли и работают. Их остальное не волнует абсолютно. Коммуналка, там проблемы, там свет сломался, были 2 месяца без света, пока я уже не позвонила в администрацию. Ну, я думаю, что многим известен эпизод, штаб был такой, назывался Шлагбаум, вот, на Бугатской косе. Это был крупнейший добровольческий именно штаб, который был самоорганизованный, его называли стихийный штаб, его организовали местные жители, мы работали с этим штабом тоже. Я как понимаю, что туда в итоге спустя время начали, как это правильно выразиться, произошли попытки интегрировать туда структуры ну, местных органов там, самоуправления, да, чтобы штаб перешел под управление партии «Единая Россия». Вот. Насколько я понимаю, ну потому что на тот момент я уже перестал с этим штабом работать, там начался какой-то сыр-бор, они начали там разбегаться, расходиться, и через несколько дней после этого происшествия происходит сильнейший пожар, все сгорает, весь штаб сгорает, вот, ну. А я потом как бы, ну, списывался, созванивался с ребятами, я говорю, что, как дальше будете работать? Они говорят, никак мы работать не будем, мы прекращаем свою работу, это неблагодарное дело. Потом я уже начал как бы дальше с другими ребятами, да, там с кем успел познакомиться, созваниваться, общаться. Мне объяснили так, что происходит своего рода принуждение, что первое, ты должен обязательно стать на учет в штабе администрации, потому что ты туда числишься за администрацией, что тебя координирует и ведет администрация. И цель такой структуры организации работы заключалась в том, что существует приказ, да, там президента. Президент говорит, проблему ликвидировать. На ликвидирование проблемы выделены деньги. Там выделено там, бюджет, там, миллиарды рублей, там, губернатору дал распоряжение. Губернатор, естественно, это распоряжение отправляет вниз, ну, в органы местного самоуправления, там, мэру. И для того, чтобы те, кто на низах находится, чтобы им отчитаться, им нужно, чтобы типа это их люди работают, что это они организовали, они реализовали, чтобы себе галочку поставить, там, это мы убрали там 500 тонн, например, там, мы почистили 2 километра пляжа. Вот, а не какие-то там добровольцы-волонтеры. Поэтому их начали потихонечку, сейчас, секундочку, у меня там жена в дверь стучится, Да. пришла. Вот. Вот. Их, короче, получается, ну, таким образом начали как бы, ну, поджимать и навязывать свои правила игры, да, и не каждому человеку это понравится, по-любому. Почему? Потому что были люди, которые были бизнесмены, которые вкладывали свои деньги в организацию этих добровольческих штабов, приличные деньги, хорошие суммы, то есть там были миллионные расходы. И тут приходит какой-то человек, который говорит, теперь я здесь хозяин, я здесь буду рулить. Знаете, меня пытаются запугать обычно 3 способами, но это касается не только сотрудников администрации. Я в целом скажу, что меня пытаются запугать периодически физической расправой, пытаются, но это не сотрудники администрации сейчас уже нынешнего состава, пытаются запугать тем, что подадут на меня в суд. Ну и кто-то занимается просто идиотским манипулированием, пытаются запугать меня тем, что, критикуя власти, я работаю на СБУ. Но вы понимаете, таких сотрудников их меньшинство.
И поэтому чиновников, их меньшинство, меня это, я откровенно скажу, меня радует. А то, что они там где-то там пугают, может быть, кто-то в суд пойдет. Ну, мы уже один суд проходили, я уже один суд такой проходила, и ничего страшного. После этого суда, после всех этих историй, она, если помните, на 4 года за взятки сел замдиректора департамента транспорта господин Владимир Анфиногенов. Ну, в общем, так что все нормально, жизнь идет. Я хочу так сказать, что давайте будем честны. То, что происходит у нас в городе, это не то, что касается конкретно нашего города, нашей страны. Я не настолько закрыта, чтобы не общаться с жителями других стран. И могу сказать, что эта практика, она есть и в других странах, и в других регионах. Но давайте честно, это имеет место быть всюду. Поэтому Россия здесь абсолютно не исключение. А сейчас все обстоит абсолютно иначе. И поэтому, вот на мой взгляд, сейчас активность, гражданская активность людей растет. И ну, я думаю, что это однозначно на пользу гражданскому обществу. И в Краснодаре замечательно работает сарафанное радио. Если вы посмотрите на мой телеграм-канал Марина Репещук «Говорим о важном», на данный момент там всего лишь 400 с небольшим подписчиков. Но стоит мне что-то написать, об этом обязательно будут знать администрация, правоохранительные органы и горожане. А горожане все это очень быстро рассылают сарафанным радио по каким-то это умение наших горожан как бы быстро доносить необходимую информацию при условии того, что я не трачу на это много ресурсов